Хайп Силиконовой долины или очередная кроличья нора без дна? Нейрогенез, новые нейрончики и суперпродуктивность. Темная сторона микродозинга. Сегодня мы поговорим о ежовике. 5 вещей, о которых вам не рассказывают. В Европе вот эту штучку можно уже купить просто так в аптеке. Это кардицепс, ежовик и чага называется. И я сейчас возведу ее просто в прямом эфире. На вкус, цвет, как растворимый кофе, какой-нибудь Нескафе. Итак, вот эта вот штучка заваривается просто в чашке. Пьется, как обычный кофеечек. Ничего здесь нет такого особенного уже. Просто разгон мозга. Просто ли это? Давай разберемся. Бонжур называется со вкусом кофе. Давайте попробуем. Первый раз, кстати говоря, пробую именно в россыпи, а не в воде, которую я заказываю. Вот эта штука стоит 50 евро на 3 месяца, а вот такая штучка 25 на полмесяца, то есть на 2 недельки в абсолютно другой форме рассыпной. Ну, на вкус как Нескафе Классик. Ну, то есть не самый мой любимый вкус, но, во всяком случае, лучше, чем обычные капсулки. Ваше здоровье! 5 вещей, которые вам не рассказывает никто, кроме тех, кто их уже употреблял. Итак, я на этой штучке сижу уже 6 месяцев. Называется это Lion's Mane по-английски, а по-русски ежовик. Микродозинг ежовика – это такая штучка, которая разгоняет твой мозг. О чем молчат продавцы грибных капсул? Каждое утро один гриб. Мой мозг обрабатывает информацию быстрее. Я держу фокус внимания на научных статьях по 2 часа легко. При моем явно клиповом мышлении это раньше было просто немыслимо. Тексты, которые я пишу, стали другими, они стали глубже, точнее, длиннее. Мне легче на них сосредоточиться. Мое тело реагирует иначе вообще на раздражители. Я это чувствую. Это звучит как реклама, да? Но у нее есть обратная сторона, о которой никто не предупреждал. Я расскажу об этом немножечко позже в видео. Не переключайся. В конце тебя ждет протокол циклирования, который сделает прием капсул в 3 раза эффективнее, и почему-то его никто не использует, потому что дисциплина, он противоречит самой идее волшебной таблетки. Давай, я тебе пообещаю одну вещь. После этого стрима ты будешь знать о ежовике больше, чем 95% якобы экспертов в Инстаграме. Погнали! Что такое Lion's Mane и почему он работает? Начнем с того, что это за гриб и почему все сходят по нему с ума. Ежовик – это не психоделик и не плацебо, это я тебе гарантирую. Ежовик гребенчатый выглядит как борода йети. Он растет на деревьях и продается сейчас в аптеке. Легально, без рецепта и без полета в астрал. Это не Magic Mushroom, никаких галлюцинаций. Люди меня спрашивают, ты микродозишь, ты летаешь в космос? Да нет, никаких фракталов, никакого растворения эго, к сожалению, нет. Это нейротрофический гриб. Он стимулирует рост нервов. Nerve Growth Factor. Это соединение, которое поддерживает рост и выживание нейронов. Стимулирует формирование новых нейронных связей, поддерживает оболочку нервов. Критически важен для системы мозга в целом. Память, мышление, внимание. Дословно, ваш мозг начинает растить новые нейроны. Это и называется нейрогенез. Цифры исследований 2025 года говорят, исследование университета Gold Coast в Австралии, оно рандомизированное, двойное, слепое, как надо, с плацебо и контролируемое. Через 60 минут после одной дозы скорость обработки информации вырастает на 6,5%. Через 28 дней ежедневного использования стресс уменьшается на 18,7%. То есть это растолченный сушеный гриб, иногда с выжимкой, то есть экстракт ежовика. Он дает увеличение роста нейронов на 60% за всего лишь месяц. Это не бабушкино средство, это доказанный стимулятор нейрогенеза. Мой опыт следующий: 6 месяцев, и что я заметила на себе?
Фокус внимания я могу читать длинные научные статьи, не отвлекаясь, порядка 2 часов. При моем клиповом мышлении еще до этого, когда я переключалась каждые 5 минут, это просто вау. Ложной скромности скажу, за последние 6 месяцев, как автор текстов, я очень сильно выросла. Мои тексты стали глубже, структурированнее, я не теряю нить повествования. Телесные ощущения я чувствую, как тело реально реагирует. Энергия ровная, без провала после обеда или после большого перерыва. Умная сторона, о которой не расскажут вам продавцы грибных капсул. NGF – это не только рост, но это еще и боль. И то, что знают нейрофизиологи, но не знают блогеры и продавцы наших капсул. Это белок, который стабилизирует болевые рецепторы. И когда он повышен, происходит усиленная чувствительность к боли. Она может вызывать дискомфорт. А это боль от стимулов, которые обычно не так болезненны. Холодный ветер, легкое касание, повышенная активация глутамата, это возбуждающего нейромедиатора, это избыток его, это практически токсичность, буквально перевозбуждение нейронов до повреждения. Сложно зайти в холодный бассейн, мне физически может быть больно, хотя вода вроде, кажется, 29 градусов, ничего критичного. Вот обратная сторона, которую я обещала. Мой мозг стал ненасытным. Он требует больше информации, больше стимуляции. Медитация, йога, которые были раньше по праздникам раз в 2 в неделю, стали необходимостью, не роскошью, не выбором, а единственным способом не перегореть. Даже на Reddit существует уже сообщество людей, которые принимают и которые сообщают о хронических проблемах, которые у них возникают в связи с приемом или передозировкой ежовика. Я не говорю, что это произойдет с каждым. Это происходит с некоторыми. Но об этом тоже нужно знать. Ваш мозг адаптируется ко всему. И каждый раз требует больше. Вот мой личный опыт, и он совпадает с наукой. Когда вы стимулируете NGF пути, мозг делает, что он привык сделать, адаптируется. Это называется десенсибилизация рецепторов. Вы пьете ежовик каждый день без перерыва, и ваш мозг постепенно перестает на него реагировать. Что дальше происходит? Вы увеличиваете дозу или добавляете еще что-нибудь на тропчики. Или паникуете, мой мозг перестал работать еще быстрее, просто он привык ускоряться уже. Это классическая толерантность, это же та же механика, что и с кофеином. 1 чашка, 2 чашки, 3 чашки, ну и с антидепрессантами по ходу происходит то же самое. Парадокс белки в колесе, что самое важное и самое личное. Ежовик разгоняет мозг, но разогнанный мозг – это не подарок, это инструмент. И инструмент без контроля – это реально катастрофа. Вот что произошло со мной. Фокус внимания. 1-2 месяца потрясающе. Продуктивность я делаю больше. А на 3-й месяц мой мозг привык к такой скорости. Он требует еще больше. Я загружаю его еще больше, ведь я же могу. Раньше я так не могла, а теперь я могу больше. Медитация, йога, которые были приятным бонусом, становятся обязательными. Без них я перегружена. Мозг буквально не успевает переваривать информацию, которую я в него заливаю. И на 6-й месяц я понимаю, я стала белкой в колесе. Быстрее, еще больше, еще. Именно то, о чем не предупреждают в аптеках, но предупреждают нейрофизиологи. Хронический стресс, даже продуктивный стресс, перегружает префронтальную кору. Миндалевый центр тревоги становится гиперактивной, и способность к принятию решений падает. Появляется то, что называют ученые decision fatigue – усталость от принятия решений. Что делать? Разогнанный мозг без отдыха – это не суперспособность. Это твой путь к выгоранию. Побочные эффекты, о которых не пишут на упаковке, клинические побочки
Что же рекомендуют ученые? Инструкция для грибоедов от Сими Джулия. Хорошо, вы услышали темную сторону, перегруз мозга и так далее. А что с этим делать? Не принимать? Ну, это не мой вариант. Потому что важно, ежовик таки да работает. Нейрогенез реален. Это доказано и не один раз, и не только мной. Но, как с любым инструментом, скальпель в руках хирурга спасает жизни, в руках дурака убивает. Правило номер 1. Разогнанный мозг нуждается в паузах. Нейронаука выгорания говорит однозначно. Глубокий сон – это единственный момент, когда лимфатическая система работы вымывает нейротоксины стресса. Медитация также доказано увеличивает плотность серого вещества в гиппокампе, центр памяти и обучения. Физическая активность восстанавливает дофамин и повышает нейротрофический фактор мозга, усиливает нейропластичность, за которой мы так гонимся сегодня. Мы стимулируем нейрогенез ежовиком, но вы не даете мозгу восстановиться. Вы строите дом без фундамента. Мой вывод: медитация и йога стали не дополнением к ежовику, а его обязательным условием. Без них весь нейрогенез превращается в перезагрузку, перенагрузку. Нейрогенез без реализации – ноль. Вот что я поняла на собственном опыте. Сам по себе гениальный мозг без применения ничем не отличается от мозга дурака. Ежовик дают вашему мозгу стимул учиться, создавать более длинные связи. Но если вы не используете эти связи, не пишете, не создаете проекты, не реализуете себя внутреннего во внешний мир, этот инструмент не только бесполезен, он еще и губителен для вас. Нейропластичность работает в обе стороны. Вы ее используете на новые нейронные связи, и они укрепляются. Если вы их не используете, они отмирают еще быстрее. Use it or lose it. Ежовик не таблетка для ума. Это удобрение для сада, которое вы должны обрабатывать сами. Физическая активность. Правило номер 3. Тренируйте тело вместе с мозгом. Исследования 2024 года показывают, физическая активность сотрудничает с такими стимуляторами, как кардицепс и ежовик. Активные аэробные движения повышают ключевой фактор роста нейронов. Кардицепс улучшает переносимость нагрузок. Время до истощения увеличивается на 70 секунд. То есть любое упражнение вы можете сделать на 70 секунд дольше. Комбинация ежовик плюс кардицепс и физическая нагрузка создают тройной эффект на нейропластичность. Мозг и тело – это единая система. Разгонять одно без другого, как ставить мотор от Феррари в корпус от Запорожца. Рекомендации ученых для грибоедов – это качалка, йога, медитация. Общие данные клинических исследований говорят: циклируйте прием, не пейте день в день бесконечно, потому что у вас мозг адаптируется. Дозировка не более 3000 мг. И принимайте утром. Стимулирующий эффект может нарушить сон. Паузы для интеграции важны. Мозгу нужно время, чтобы использовать новые связи. Как мышцам нужен день отдыха после тренировки для наращивания, собственно, мышечной массы. Медитация и сон обязательны, не опциональны. Физическая активность минимум 30 минут в день является умеренной, но 5 раз в неделю. Поддерживающие нутриенты омега-3 усиливают эффект, и витамин D3 и К2 – это комплекс для того, чтобы эффект был максимальным. Также ведите дневник, отслеживайте фокус и побочные эффекты, корректируйте, как только эти эффекты наступают, и вперед! Ваш мозг готов к новым победам и к новому старту. Эксперт-миколог доктор Линда Чен рекомендует: циклируйте ежовик так же, как циклируются силовые тренировки. Прогресс, разгрузка,
адаптация и по новой. И обязательно используйте паузы для практик осознанности, чтобы закрепить эти изменения на физическом и ментальном уровне. Да, это простой протокол, но он требует дисциплины. А дисциплина – это то, что не продашь ни в Инстаграме, ни в Ютубе. Это же за собой следить надо. Окей, ставите и расписание на свой календарик и вперед. 21 день покушал, недельку перерыв и почувствовал, какая разница, тормозит мой мозг без этого или нет. Я, например, делала перерыв намного позже. Я принимала порядка 5 месяцев, а потом сделала перерыв на 1 месяц. И к концу этого месяца я уже почувствовала, я хочу обратно, я хочу набрать эти обороты. Это не ловушка в данном случае, а понимание того, что мне так лучше живется. Я люблю повышенные обороты, люблю этот повышенный кайф. Но паузы делать обязательно. Знаешь, что самое забавное? Люди, которым я советую в последнее время кардицепс и ежовик, они говорят: о, прикольно, я это уже принимаю. Конечно, микродозинг – это не то же самое, что съесть не грибной суп, не псилоцибиновый трип получить. Реальный опыт реальных людей – это то, чего не хватает. Если у тебя есть реальный опыт разгона мозга, приглашаю поделиться в комментариях или в телеграм-канале. Что ты принимаешь, какой твой протокол, какие твои выводы и чем ты себя восстанавливаешь после разгона. Напиши в комментариях. Льюис Кэрролл, скорее всего, знал о грибах, но не тех же самых. Он знал о уменьшении и увеличении, об искажении перспективы. Он умел превращать этот хаос в настоящий опыт. Ежовик не сделает вас умнее, он даст вашему мозгу удобрение. А что вырастет, зависит от того, какие семена вы посадите. Спасибо, что были со мной, и садите правильные семена. До встречи с Тимми Джули.